Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Друзья, давненько не обновлял плейлист «Назад в СССР», и в этом обзоре мы поговорим с вами о открытках времен Советского Союза, как лучше продать их и по какой цене. Название «открытка» произошло из сокращения словосочетания «открытое письмо», обозначающего послание, которое почта доставляет в открытом виде. Это отличает открытое письмо от обычного, чей текст спрятан в конверт. Когда-то термины «почтовая карточка» и «открытое письмо» были синонимами, периодически сменяя друг друга. Но сейчас открытка считается особым видом почтовой карточки. Стандартный бланк почтовой карточки с одной стороны имеет блоки для заполнения почтового адреса отправителя и получателя, а другая сторона оставлена пустой. Одна из сторон открытки целиком занята художественным изображением, а на ее обороте размещается и адрес доставки, и текст послания. Оборот также может быть пустым, содержа лишь выходные данные. Открытки делятся на маркированные, с напечатанной маркой и не маркированные. Существуют даже открытки, не предназначенные для отправки в открытом виде. Об этом предупреждает надпись на их обороте. Они обязательно пакуются в конверт, на который и наклеивают нужное количество почтовых марок. Датой рождения первой открытки считается 1 октября 1869 года. С тех пор выпустили миллиарды открыток. В последнее время их поток сократился, так как поздравления стали отправлять электронной почтой. Однако в квартирах и домах часто до сих пор хранят открытки прежних лет, как воспоминания о когда-то полученных поздравлениях. С открытками также часто ассоциируются и поздравительные бланки Telegram. Рассмотрим, как самостоятельно оценить открытки. Друзья, если вам в наследство досталась подборка или коллекция открыток, как понять, есть ли среди них редкие и ценные экземпляры? Прежде всего определим, что коллекция – это не просто пачка ярких картонок, а экспозиция, подробно раскрывающая определенную тему. Стоимость хорошей тематической коллекции куда выше, чем у самых ценных ее позиций из них по отдельности. Открытки из них не отправляли по почте, а бережно хранили, поддерживая идеальное состояние. В подавляющем большинстве на оценку приносят разносортные подписанные открытки, не имеющие ценности. Однако и среди них изредка попадаются раритеты. Главные факторы, влияющие на стоимость открыток. Первое. Период выпуска. Второе. Состояние. Третье. Тематика. Четвертое. Тираж. Предварительно рассортируйте открытки, чтобы не тратить время на малоценные экземпляры. Для периодов выпуска советских почтовых карточек можно выделить 3 основных временных интервала: довоенный, военный и послевоенный. Примером раннего советского периода нам послужит открытка «Делегаты Коминтерна среди крестьян Нижегородской губернии», выпущенная в количестве 5000 штук. На этом примере можно понять, что даже редкий экземпляр не всегда можно отнести в категорию ценных. Если бы схожим тиражом отчеканили советскую обиходную монету, она превратилась бы в нумизматический раритет, например, серебряные 20 копеек 1931 года, отправленные в обращение в незначительном количестве. Но для открытки, пусть даже редко встречаемой, важен спрос. Так как все открытки собрать невозможно, филокартисты в основном придерживаются лишь выбранных направлений. Даже на уцелевшую в нескольких экземплярах позицию может не найтись покупателя, если эту тему никто не собирает. Поэтому точно ответить, сколько стоит довоенная открытка, невозможно. Ориентир от нескольких сотен рублей за распространенные позиции до нескольких тысяч, если открытка относится к малотиражным. Военное время – особый период. Выпуск открыток и почтовых карточек не только не прекращался, напротив, число агитационных серий значительно возросло.
Открытки тех лет отражали подвиги советских воинов на различных участках фронта и призывали брать с них пример. На ваших экранах приведена открытка на огневой позиции «Художник Нестеров», выпущенная в 1942 году тиражом 120 тысяч экземпляров. В это время число филокартистов резко уменьшилось, поэтому большая часть тиража была использована для писем. В альбомы попало не так уж много экземпляров. Редкие разыскиваемые позиции здесь могут выставляться по цене от 5000 и выше. Военные почтовые карточки своего рода исключение, так как заполненные экземпляры могут порой цениться выше оставшихся пустыми. Фронтовые письма и открытки востребованы не только коллекционерами, но и создателями всевозможных экспозиций и инсталляций, посвященных теме Великой Отечественной войны. Поэтому при наличии в коллекции таких позиций можно не спешить в антикварный ларек, а прежде поискать покупателей на форумах военной истории или атрибутики. После войны количество художественных и поздравительных открыток начинает стремительно расти. Значительно вырастают их тиражи. Если посмотреть выходные данные относительно количества экземпляров, можно увидеть число в несколько миллионов. Причем, если сюжет раскупали быстро, то издательство запускало и дополнительный тираж, а то и не один. При таком количестве число сохранившихся в идеале экземпляров просто огромно. Поэтому цена советской открытки, близкой к идеалу, все еще держится в интервале от 1 до нескольких рублей. При оценке действует правило: чем раньше дата выпуска, тем дороже открытка. Хорошо берут старые видовые открытки советских городов, выполненные в черно-белом цвете. А вот портреты артистов, которые коллекционировали миллионы, утратили былую популярность и выставляются по минимальным ценам, не находя покупателя десятилетиями. Друзья, как исключение выделим поздравительные открытки, выполненные кустарным способом. В тех местах, где ощущался дефицит художественных открыток, в дело вступали фотоателье и артели. Местному художнику заказывали бланк, а затем переснимали его, добавляя различные фотоэффекты и размножая. Тиражи у них были небольшими, и сейчас любители ретро-стиля охотно раскупаются подобные образцы народного творчества. После увеличения тиражей государственных издательств печать таких подделок сошла на нет, так как кустари не могли состязаться в полиграфии с художественными открытками, на которых была не только многоцветная печать, но золотая и серебряная отделка, а также рифленое тиснение. Среди филокартистов развито направление коллекционирования работ определенного художника. Из дореволюционных открыток очень популярны открытки Елизаветы Бем. Среди советских мастеров тоже было немало имен, получивших своих поклонников за характерный стиль, выделяющий их из общей массы. В качестве примера на ваших экранах вы видите открытку с работой художника Гундобина. Далее вы рассмотрите и другие открытки подобного плана. Друзья, есть еще открытки, которые продать невозможно. Увидев призывы «куплю старые вещи» или «куплю предметы старинного быта», загляните обязательно туда. Там среди коллекции монет и подборов значков, скорее всего, вы обнаружите и открытки. В точках поменьше это будет увесистый ящик. В магазинах с большими площадями хранятся целые россыпи, исчисляемые центнерами и даже тоннами. Показывать здесь стопочку, найденную в бабушкином сундуке или антресолях, бессмысленно. Но, по крайней мере, вы получите понимание, что подавляющее большинство советских открыток позднего периода СССР дорого продать не получится. Ничего не стоят рваные и мятые открытки, экземпляры со сгибами или заломами, испачканные и заляпанные. Практически равна нулю стоимость исписанных открыток Советского Союза, прошедших почту. Антикварные ларьки берут такое на вес, в надежде постепенного ухода от рубля до 5 за экземпляр. Не возьмут у вас и некомплектные остатки художественных наборов. Про них я расскажу чуть позже.
На ваших экранах показана фотография стандартной почтовой карточки, открытки без изображения. Подобные бланки тоже вряд ли кого заинтересуют, за исключением малотиражных выпусков ранних лет. И цена последних будет тоже невысока, так как их предложение достаточно велико, а спрос крайне мал. Как узнать степень сохранности открыток? Как и у коллекционеров банкнот, у филокартистов наибольший спрос идет на экземпляры наивысшей сохранности. Для оценки степени сохранности открыток введена международная классификация, которая распределяет любой из образцов в зависимости от его состояния по 6 основным категориям. Буква М. Идеальное состояние открытки. Нет ни сгибов, ни складок, ни заломов. Уголки предельно острые, без признаков лохматости или округления. И с лицевой, и с оборотной стороны нет ни малейших посторонних пометок, почеркушек или следов их удаления. Если открытка и без малейшего дефекта, но на нее наклеена почтовая марка, этот предмет в категорию у М уже не попадает. Две английские буквы N и M. Почти новая открытка. Ее не отправляли в качестве послания, а сразу положили в альбом. Однако за время хранения она могла пожелтеть или обзавестись небольшими вмятинами, полученными от краев посадочного места. Если альбом хранили лежа, придавив сверху другими альбомами или чем-то тяжелым, в среде филокартистов эти характерные углубления или изменения цвета вследствие окисления называют альбомными метками. EX. Это отличная открытка. Сгибов, заломов и складок у нее нет. Углы могут обладать лохматостью, заметной при увеличении. При этом они не помяты и не округлены. Допускается заполненная сторона для письма, наклеенная на нее почтовая марка и штемпель. Однако лицевая сторона дефектов не имеет. Она без вмятин, пометок или потертостей. То есть со стороны картинки перед нами отличный коллекционный предмет. ВГ. Очень хорошая открытка. Здесь допускается небольшая утрата углов, легкое округление. Отметка или небольшая почеркушка может быть и на стороне с рисунком. Экземпляры с несущественными загибами, особо не влияющими на внешний вид, тоже окажутся в этой категории. Состояние стороны для письма в этой категории уже учитывается редко. Однако серьезные дефекты, такие как пятна, кляксы, обрывки ранее приклеенной бумаги, следы темного клея и прочее, исключаются. Наличие текста, послания, марки и штемпеля дефектами не считается. Исключение представляет частично оборванная марка или грязный размазанный штемпель, которые портят общее впечатление об открытке. Большая английская Г. Хорошая открытка. Центральная часть ее художественной стороны смотрится прилично. На ней могут быть незначительные пометки или частичный отпечаток штемпеля, полученный с соседней открытки, когда их гасили на почте. А вот углы уже далеки от изначального состояния. Заметная лохматость или округление. Сам бланк может иметь небольшие изгибы или складки. Состояние стороны для послания большего значения здесь не имеет. Исключение – крайне серьезные дефекты. Например, открытка была приклеена и при извлечении ее на бланке появились тонкие места. Большие английские FR. Открытка с существенными дефектами художественной стороны. Изображение может содержать часть послания, не вошедшего наоборот. Оно может быть заляпано чернилами или краской. Здесь может находиться марка, ошибочно или нарочно наклеенная не на ту сторону, и погасивший их почтовый штемпель. Если эксперт обнаружит реставрацию, то открытку занесут как раз в эту категорию. Каким бы красивым ни был внешний ее вид. И все же особо редкие позиции, которые в лучшем состоянии купить невозможно, будут востребованы и в этой степени сохранности. Дорогие друзья, открытки, не попавшие в эти 6 категорий, считаются неколлекционными. Это экземпляры с явным надломом, надрывом, утратой фрагментов.
Открытки, пропитанные маслом или жиром, тоже коллекционными не считаются. Сюда же можно отнести частично сохранившиеся открытки. Степень сохранности касается и размера открытки. Будьте готовы, что при оценке редкого экземпляра его длину и ширину тщательно будут измерять. Может оказаться, что края немного срезаны, чтобы улучшить внешний вид и навести иллюзию нетронутых углов. Подрезанные открытки – это уже не предметы коллекционирования для уважающего себя филокартиста. Оценка комплектов и наборов открыток. Добавим несколько слов о позициях, состоящих более чем из одного предмета. В первую очередь это поздравительные открытки, которые продавались в комплекте с конвертом. Обычно и над открыткой, и над конвертом работал один и тот же художник, а изображенные на них композиции или повторяли друг друга, или были сюжетно связаны. Добавим несколько слов о позициях, состоящих более чем из одного предмета. В первую очередь это поздравительные открытки, которые продавались в комплекте с конвертом. Обычно и над открыткой, и над конвертом работал один и тот же художник, а изображенные на них композиции или повторяли друг друга, или были сюжетно связаны. Наибольшую ценность имеют именно комплекты, причем степень сохранности оценивается по состоянию обоих предметов. Открытку без конверта еще можно пристроить, но по гораздо меньшей цене. Конверт без открытки продать почти невозможно. За время существования Советского Союза издательства страны отпечатали большое число художественных наборов, открытки которых сюжетно объединены: «Созвездие», «Древний Суздаль», «Летчики-космонавты», «Самарканд», «Памятники Владимиру Ильичу Ленину» и многие другие. Эти открытки изначально имели сувенирный характер, поэтому сторона для письма часто заполнена текстом, рассказывающим об изображенном на обороте. Круг коллекционеров подобных предметов невелик, как и цена на большинство таких наборов. Оценка состояния захватывает и открытки, и обложку. Если при идеальном состоянии всех открыток обложка истрепана или повреждена, то такие наборы открыток продать крайне сложно. Решающий фактор – это комплектность. Разрозненные открытки продать почти невозможно. Даже при отсутствии единственной открытки покупатель предпочтет поискать полный комплект. Какие наборы могут цениться повыше распространенных? Высокую стоимость имеют наборы открыток ранних лет советской власти и довоенного периода. Пример такого набора размещен на ваших экранах. Это старый советский альбом, отдельные позиции которого скреплены друг с другом. При необходимости открытку отрывали от общей стопки по линии перфорации. Возможна востребованность наборов у библиофилов, если его позиции являются иллюстрациями определенной книги. Некоторые коллекционеры редких изданий предпочитают держать при книге и комплект открыток, так как при печати последних художник мог внести некоторые изменения, отличающие их от книжного варианта. Открытки также могут быть выполнены в иной цветовой гамме, или, например, иллюстрация в книге черно-белая, а ее аналог на открытке раскрашен. Оценка почтовых карточек с оригинальными марками. Намного проще оценить карточки, на которых напечатаны марки, аналогов которых без карточек не существует. Так как число таких предметов ограничено, их выпуск осуществлялся только под контролем Министерства связи СССР. Уже давно составлены их подробные каталоги. Однако здесь порадовать владельцев коллекции практически нечем. Даже каталожная цена почти всех позиций лежит в пределах 5-10 рублей за одну штуку. Ценность в несколько сот рублей имеют только карточки первого года выпуска 1971 и отдельные позиции последующих лет, а также редкие разновидности. Каталожная стоимость ориентирована на продажу предмета, а не на его выкуп. Друзья, предлагаю посмотреть на несколько редких каталожных позиций с указанием цены специализированный каталог Соловьева за 2019 год.
Перед вами первая из почтовых карточек с оригинальной маркой, посвящена десятилетию полета Юрия Гагарина. Эта позиция, вышедшая в марте 1971 года, обозначена в двух вариантах. Если бумага карточки имеет кремовый оттенок, то данный экземпляр каталог оценивает вдвое дороже – около 3000 рублей, чем его аналог на простой бумаге в районе 1500 рублей. Перед вами карточка, которая показывает, насколько внимательным нужно быть к мелочам. В этом случае речь идет о выходных данных. Вертикальная надпись по центру карточки для наглядности выделена красной рамкой. Если каталожная цена рядового варианта не больше сотни, в действительности его цена практически стремится к нулю, то два других, безусловно, заслуживают внимания. Было бы обидно отдать один из этих разновидов в букинист всего за 1 рубль. Перед вами еще один пример разновидности. Сплошная линия параллели вместо обрыва на дате 17/8 римскими 1977 уже существенно увеличивает стоимость позиции 1000 рублей по каталогу. Но неправильная дата на отпечатанной марке 1977 вместо 1978 переводит такой экземпляр в коллекционный раритет стоимостью около 40 тысяч рублей по каталогу. Повысить цену карточки может штемпель первого дня, далее будем это называть ПД, или специальное гашение. Дальше тоже будем его обозначать как СГ. Это особый штемпель, вырезанный для памятной даты и дополняющий общую композицию из основного рисунка карточки и отпечатанной марки. ПД можно узнать по указанию «Первый день», имеющемуся на оттиске. Специальное гашение может быть нескольких версий. Цена конкретного СГ может быть существенно выше других на точно такой же карточке. Большую роль также играет и цвет штемпеля. В данном примере приведен красный штемпель. Таким цветом обычно делают гашение на международном почтамте. Большой редкостью считаются карточки с дополнительной надпечаткой по случаю события, связанного с темой предмета. В данном случае карточки с надпечаткой вручались участникам торжественного заседания, посвященному полувековому юбилею Всероссийского общества охраны природы, созданного в 1924 году. Гашение делали как черным, так и голубым штемпелем. Однако в обоих случаях высокая цена обусловлена надпечаткой. Итак, рассмотрим ценные открытки СССР. Коллекция – это систематизированное собрание, поэтому повышенную коллекционную ценность играют предметы, успевшие пройти определенную систематизацию. То есть любителей данного направления набралось столь много, что интересующий их материал был подробно рассмотрен и каталогизирован. Это касается и старинных открыток. Здесь будет уместно вернуться к работам художников, зарекомендовавших себя на открытках СССР. Более сотни открыток, конвертов и бланков телеграмм создал за 12 лет работы в этом направлении художник Владимир Иванович Четверяков. Об огромной популярности этих открыток говорит их общий тираж – 650 миллионов штук. В 2013 году вышел в свет каталог его открыток, составленный Светланой Корниловой. Она же провела работу по систематизации открыток авторства Анны Остаповны Горобиевской, массово выходивших в 50-е и 70-е годы. Кроме открыток, художница создавала плакаты, иллюстрировала детские журналы Украинской ССР, привлекалась к работе над букварем. Ее работы – это смесь плакатного стиля с подобием мультипликации, где героям придают нарочито рисованные черты, усиливающие характер персонажа. Очень массово филокартисты коллекционируют и открытки художника Владимира Ивановича Зарубина, создавшего целый мир, населенный симпатичными зайчатами, ежиками и медвежатами.
Его открытки создавали неповторимую атмосферу, которая придавала особенное очарование и самому посланию, написанному на другой стороне. Используя в ранних работах упрощенный рубленый плакатный стиль, Зарубин постепенно добавлял в него мягкость и сглаженность, уходя в область, близкую к книжным иллюстрациям. Каждое событие, отображенное на открытке, будь то 8 марта или появление новорожденного, это небольшой сюжет, ясно читаемый при взгляде на картинку. Особенно полюбились гражданам Советского Союза новогодние открытки Зарубина. В 2007 году приложением к одному из номеров журнала «Филателия» стал каталог Вадима Лапина, художник Владимир Зарубин. Издание подробно описывает различные типы карточек, телеграфных бланков и конвертов, созданных Зарубиным, с указанием известных тиражей. Так как художник успел оставить свой след и в мультипликации, то приведен и список анимационных картин с его участием. Дорогие зрители, наивысшую стоимость имеют открытки Зарубина уже не советской, а постсоветской поры, так как тиражи резко снизились. В этот период Владимир Иванович рисовал открытки не только для российских издательств, но и выполнял зарубежные заказы. Одной из дорогих позиций является новогодняя открытка с надписью на казахском языке, чья стоимость в идеальном сохране может доходить до 10 тысяч рублей. А если с ней идет и сопутствующий конверт, то еще дороже. Кроме состояния, основным параметром стоимости открыток Зарубина будет тираж. Если он менее полумиллиона и ранних лет выпуска, то цена такой открытки может превышать 1000 рублей. Но позиция с тиражом свыше 5 миллионов оценивается в несколько десятков рублей, даже в наивысшей степени сохранности. Что может повысить цену открытки? Что может повысить цену открытки? Многократно увеличивает цену открытки наличие автографа всемирно известной личности. Для примера покажу вам две дорогие открытки с изображениями космонавтов. Во времена первых полетов филокартисты не просто клали в альбом почтовые карточки с портретами героев космоса, но и стремились получить на них подпись. Почтовую карточку размером 10,5 на 15 см с изображением Юрия Гагарина и Германа Титова, выпущенную в 1961 году, органично дополняют автографы двух первых людей, совершивших орбитальные полеты. При предварительной оценке в 8,5 тысяч рублей и старте в 8 тысяч рублей предмет был продан 12 апреля 2018 года за 13 тысяч рублей. Свою роль, вероятно, сыграло и то, что аукцион проводился в день космонавтики. Однако столь дорогая цена у открытки получилась именно из-за пары автографов и отличной сохранности. С одиночным автографом итоговая цена была бы ниже. На ваших экранах карточка, где автографов побольше, и стартовая цена посущественнее. Аукционный дом Bonhams Лондон выставлял эту открытку на одном из аукционов, проходившим 5 декабря 2012 года в Нью-Йорке. При предварительной оценке в $1200–1800 США и соответствующем старте предмет своего покупателя так и не нашел. Конечно же, видя в одном из антикварных магазинов похожий предмет, не стоит бездумно хватать его в надежде на будущую прибыль. Порой продавцы наносят на открытки неколлекционной сохранности имитацию подписи знаменитого человека, пытаясь превратить ненужный клочок цветной бумаги в определенную ценность. При выставлении такого предмета на аукцион потребуется недешевая графологическая экспертиза. И если она опровергнет подлинность автографа, придется фиксировать двойной убыток. Продать старые открытки поможет их связь с иным направлением коллекционирования. Например, существует немало коллекционеров, собирающих олимпийского мишку.
включая фарфоровые фигурки, значки, почтовые марки, посуду и другие предметы с его изображением. Поэтому открытка с олимпийским мишкой в их глазах будет иметь куда большую ценность, чем любая другая на спортивную тему. Доступные способы продажи советских открыток. Друзья, интернет-ресурс Violet поможет вам. Как тематические коллекции открыток, так и разнообразные подборки, если в них имеются ценные позиции. Вы, конечно, можете попробовать пристроить открытки и в другие антикварные лавки. Правда, большинство из них принимает советские открытки лишь на вес. Скупкой открыток занимаются также магазины «Букинист», однако они придерживаются низкой ценовой планки, так как их основное направление – книги. Коллекции с редкими позициями или отдельные филокартические раритеты выставляют на торги аукционные дома. Но после реализации с вас возьмут комиссию. Например, за показанную ранее открытку с автографами Гагарина и Титова комиссия составляла более 20%. В век интернета не лишнее потратить определенное время на штудирование форумов, где собираются коллекционеры. В этих местах прояснится востребованность тех или иных позиций. При удаче там отыщется и покупатель, разыскивающий именно вашу открытку и готовый платить цену выше рыночной. Но показывать там открытки из многомиллионных партий позднего СССР не стоит. Внимание завсегдатаев там в основном привлекают только старые годы и малотиражные выпуски. Самостоятельная реализация широко представлена на досках электронных объявлений. Здесь можно найти покупателя поближе к месту жительства, чтобы не отправлять ценные позиции почтой. Проще всего зарегистрироваться на интернет-форуме, уже обеспечившим доверие у коллекционеров. В этом месте концентрируется множество людей, интересующих в том числе и открытки СССР. Однако и конкурентов у вас будет достаточно. Хорошую службу эти площадки могут оказать и в оценке ваших открытках, так как там вы, скорее всего, увидите те же открытки, что и у вас. Вряд ли кто купит редкую открытку по высокой цене, если здесь же ее можно приобрести в несколько раз дешевле. Неконкурентные позиции могут там висеть годами. Поэтому пробуйте свои силы сразу в разных направлениях, и тогда на вашей открытке непременно найдется благодарный покупатель. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.